Всем добрый день. Рад видеть практически полный зал. Значит, лекторий живет, значит, он интересен и, надеюсь, будет жить долго, если не очень долго. Моя тема видна на экране, и термин «бункер богов» для большинства из вас, а может быть абсолютно для всех известен, но я все-таки его немножко конкретизирую, поскольку кто-то будет смотреть эти записи, возможно, впервые, и будет этот термин смущать. Бункер богов взят в кавычки, так мы называем сооружение, которое относит официальная египтология к древнему или среднему царству в Египте. И эти сооружения обладают рядом признаков, которые часто повторяются и с точки зрения лаборатории альтернативной истории могут свидетельствовать о том, что не фараоны делали эти, как правило, подземные сооружения, а та самая высокая развитая цивилизация, которая, с нашей точки зрения, была задолго до. И к этим признакам, прежде всего, относится избыточная точность облицовки, которая есть и выполнена либо из отдельных блоков известняка, а иногда гранита, либо вырезаны эти помещения или часть помещений в самом массиве скального известняка. И это все контрастирует с теми нашими представлениями, которые с технической точки зрения были бы уместны для египтян времен трехтысячелетней давности от нашего сегодняшнего дня. Кроме того, в этих помещениях практически не видно хорошо выполненных надписей. Мы с вами понимаем, насколько были тщеславны многие фараоны, как часто они рисовали свои выдающиеся профили, какие-то хвалебные надписи в свою сторону, и вдруг, как по команде, когда дело касается таких странных с нашей точки зрения сооружений, они становятся самой скромностью, и очень редко можно найти какую-то каракулю, а не хорошо вырезанную надпись, что было бы логично, если бы потратили сотни тысяч человека-часов для изготовления такого сооружения, но потратить несколько сотен часов для того, чтобы нанести надпись «Я такой-то, такой-то сделал это», или «повелел», или «хвала богам», как-то так странно. Есть еще несколько таких моментов, о которых будет идти речь во время доклада, и вы сами соотнесете, характерны ли такие моменты для работы во времена фараонов, или же это все-таки говорит о изготовлении таких конструкций, более технически оснащенной цивилизацией, и ответить вы должны себе сами. Место, где находится пирамида, которую египтологи интерпретируют как пирамида Сенусерта III, расположена рядом с местечком Саккара, где пирамида Джосера, немножко южнее, километров, наверное, 10 от Саккары. Это место называется Дашур. Обычно в наших путешествиях, которые сейчас регулярно, почти каждый месяц проходят с группами сторонников Лаи в Египет, мы посещаем, смотрим там пирамиды, которые называются Красная, Ломаная, Спутница Ломаной. И неподалеку, по пути к Красной пирамиде, расположена эта пирамида Сенусерта III. Мы ни разу там не были, мы это Лаи. Думаю, что там не были ни наши противники или оппоненты, которые исходят из других интерпретаций таких сооружений. И только редкие археологи, начиная с начала XIX века, когда эта пирамида заинтересовала путешественников в Египте, и до наших дней, которые достаточно узко делятся информацией, хотя она, конечно, доступна. В интернете можно найти отчеты или же описание, чем я и воспользовался, и вам поделюсь.
Почему нас заинтересовала эта пирамида? Ну, во-первых, она одна из тех, которые мы можем посетить. Дело в том, что не каждый объект, который вам понравился, заинтересовал, вы взяли и даже путем финансового вливания в Министерство древности, они, слава богу, сейчас разрешают групповые посещения, правда, стоимость посещения подняли до $2500 на одну группу. Это серьезное препятствие, и группа, например, которые 20 человек, зная, что половина примерно не собираются идти, не может спокойно попасть в такое место. Но у нас уникальный случай. Многие из вас знают, что с 7 по 11 ноября запланировано традиционное мероприятие под названием «Семинар Лаи в Египте». И на этот семинар уже на сегодняшний день записалось около 60 человек. Это очень большая группа. Разобьем ее, как и в мае 2020 года, на две части пополам и на два автобуса. И будем вот двумя заходами пробовать попасть в такие закрытые места, как вот эта пирамида Синусерта III. При такой большой группе реально профинансировать. При этом нужно, конечно, сосредоточиться на финансировании заранее. Министерство древности теперь требует минимум за 3 недели подать заявку, и мало того, они совсем обнаглели и требуют предоплату. Поэтому будем вот судорожно собирать эту самую предоплату, надеюсь, что соберем, и когда я в начале октября поеду с другой группой туда, я должен буду эту предоплату привезти, а наш представитель в Египте отдаст ее в Министерство древности. Если они дадут разрешение, то мы посетим в очередной раз полностью пирамиду Хеопса, это запланировано 8 ноября. 12 ноября мы посетим в Абидосе, это вот здесь примерно, гробницу Синусерта III, того же фараона, только считается, что здесь гробница, а не пирамида. И, наконец, 14 ноября посетим вот в Дашуре то, что называется пирамида Синусерта III. Буквально на днях выясним, собираем ли мы минимальный кворум, ну и дальше уже технические моменты. Надо сказать, что вот так египтологи видят лик самого фараона Синусерта III. Он считается очень выдающимся, много прожил, много сделал. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что перед нами именно лицо этого фараона. Больше склоняюсь к тому, и есть к этому серьезное основание, что просто во времена Синусерта III откопали данную скульптуру, как и некоторые другие, в том числе и из известняка, а не только какая-то из гранита, и где-то там снизу, сбоку нацарапали иероглифы, изображающие этого фараона. Прав я или не прав, время покажет, но во всяком случае я вот показал вам это лицо. С моей точки зрения, это представитель той самой высокоразвитой цивилизации, которая действительно построила эти сооружения. Не факт, что этот товарищ построил именно эту пирамиду или ее подземелье, но факт, что вот египтологи связывают именно с этой скульптурой Синусерта III. Несколько слов о том, что мы с группами, мы 2 раза были в гробнице Синусерта III, вот не путайте с пирамидой, потому что эта гробница находится в Абидосе. Я показывал, что Абидос находится за 500 километров вот здесь от Дашура, но египтологи уверенно говорят, что именно здесь Синусерт III построил кинотаф. То есть пирамида пирамидой, там должна быть его мумия, а в кинотафе просто как бы некий обряд. Такое сочетание 2 сооружений, посвященных одному фараону, они считают, часто встречаются, не видят ничего особенного. Ну а с моей точки зрения, как раз это слабое место в рассказах египтологов, поскольку трудно представить себе такое разбазаривание сил и средств, чтобы вот не на одном месте покаяния сосредотачиваться, а на 2, а то иногда и на 3 или 4, как, например, у фараона Снофру. Итак, вот в Абидосе гробница Синусерта III находится в этом месте, прямо перед возвышением в сторону Нагорья. И единственное основание считать эту гробницу принадлежащей именно данному фараону в том, что вот сюда вниз, в 800 метрах, была найдена надпись, содержащая имя этого фараона. 800 метров — это, извините, очень много.
А в самой подземной части ни одного обозначения именно этого фараона не было, поэтому принадлежность этой гробницы этому фараону, на мой взгляд, очень и очень сомнительна. Чтобы вы сориентировались, покажу, где находится более знаменитое сооружение, а именно храм Сети I, вот такая Г-образная конструкция, и за ней маленький прямоугольничек, это подземная часть того, что называется Ассирион. Тоже мы считаем этот Ассирион изделием вот этой предшествующей фараонам цивилизации. Первая группа Лаи, которая побывала в этой гробнице Сенусерта III, вот перед вами. Я очень рад, что группа собралась, пускай небольшая, но вот отчаянная. Наскребли тогда еще, это было существенно дешевле, и посетили это место. Почему я это показываю? Потому что восприятие того, что мы называем пирамидой Сенусерта III, на мой взгляд, должно быть рука об руку с восприятием гробницы Сенусерта III. А видео одно из многочисленных по поводу предыдущих бункеров богов, касающееся этой гробницы в Абидосе, набрало 1 200 000 просмотров. Это довольно много для наших стандартов Лаи. Значит, интерес к такому сооружению большой не только среди наших сторонников, но и наших оппонентов, ну и просто людей, которые случайно набрели на это видео. Это вход. Вход современный, иероглифы тоже современные. Здесь просто была яма, засыпанная песком, которую археологи раскопали, привели в порядок, расчистили все, что было накидано внизу, и сейчас это место по спецразрешению тоже нужно теперь платить $2500, и мы сюда тоже запланировали уже третье наше посещение во время ноябрьского семинара, вот только на платной такой дополнительной основе. Здесь чертеж подземных помещений этой гробницы, спуск, который проделывает группа, сначала идет относительно плавно, примерно 30 градусов, потом после небольшого такого нырка, где есть лестница, идет под углом около 40 с чем-то градусов, дальше выравнивается на горизонт. По дороге вы проходите вертикальную шахту, назначение которой нужно отдельно выяснять, то ли для выемки грунта, то ли для вентиляции, не очень понятно. Дальше идет участок облицованный, ну просто на уровне таком очень выдающемся, горизонтальный проход, а сверху, чуть позже покажу фотографию, идет волнистый потолок, который смущает любого технически настроенного человека. Увидите, что это действительно необычный элемент. Потом справа-слева возникают два помещения, выполненных в материковой скале без всякой облицовки, но очень качественно. Дальше подъем наверх на пару метров, снова горизонтальный участок, облицованный очень хорошо. Два вертикальных, плоских, больших, особенно вот в высоту и в ширину помещения, в глубину они узенькие, друг за другом стоят, внизу соединяются. И дальше спуск, который полностью заполнен гранитными и известняковыми блоками, то есть преграждает путь. Кто-то когда-то пробил параллельный коридор примерно такого же размера, 2 на 2 метра в сечении, к тому, что называется египтологами погребальной камере. В погребальной камере саркофаг большой, достаточный для помещения мумии фараона, и маленький саркофаг, который автоматически интерпретируется как саркофаг для каноп, то есть некоторых внутренностей фараона. И вот после этого участка начинается уже не пойми что. Почему-то до сих пор работавшие аккуратно, тщательно строители вдруг позабыли все свои навыки и умения и пробивают еще около 80 метров проходки внутри известняка, криво, косо, вы видите, тут все линейно, а тут аж чуть ли не на 180 градусов заворачивается коридор. И хотя рядом запасены блоки облицовки из кварцита, видно, что кварцит этот они не осилили. Они его туда затащили, хотели сделать как вот здесь. Ну, понятное дело, при таких возможностях у них просто до этого дела не дошло. Фараон помер или что-то еще им помешало. В любом случае мы интерпретируем это помещение вот до этой части, сделанное ДВЦ,
древней высокоразвитой цивилизации, а вот в этой части фараоны уже постарались догнать своих предшественников и сделать хоть что-то соизмеримое. Ну и, как всегда, не получилось. Более масштабно те места, где облицовано блоками известняка, облицовка очень качественна, блоки, запирающие исходный проход, проход, который пробит криво-косо, но большим размером, здесь не показан. Ну и начинается вот загогулина. Тут она показана в мелком масштабе. Вот тот потолок, который волнами. Историки нам говорят, что это фараоны тяготели к древним своим предшественникам, у которых не было камня, и которые потолки делали из бревен. Во-первых, где бы они там бревен нашли? В Египте, кроме акаций, особо ничего не растет. А то, что из Ливана там привозили, тоже трудно представить, что вот в древности это много добывали. Поэтому мы, я считаю, справедливо трактуем такой потолок как указание на некое техническое назначение этого потолочного фрагмента. Правда, какое, нужно пока искать. Здесь пример стыков между блоками известняковой облицовки. В некоторых местах вы эти стыки даже не видите. А если это все зашкурить, убрать те вековые напластования плесени и солей, то эти стыки действительно не будут видны. Очень качественно. Помещения вот боковые, которые без облицовки, изумительное качество, это уже в материковой скале. Более крупно, как хорошо сделаны не только стены, но и потолок. Представьте себе рабочего, который там у себя над головой шкребет, скребет каким-то инструментом, и вот получается сразу идеальный полуцилиндр, ну и так далее. Я не могу, потому что это факел Виталием Мосовым, он, по сути, гигант, 2 метра 10 сантиметров, но видите, что высота здесь в 3 с лишним раза больше его роста. И начальная фаза того самого коридора, который, как мы считаем, попытались сделать уже фараоны, гоняясь за собственным самоуважением. А это блоки облицовки, которые они притащили, чтобы в последующем сделать все так же красиво, как и на предшествующем участке. Все, я с знакомством тех, кто не смотрел видео по поводу гробницы Сенусерта III в Абидосе, закончил и перехожу к рассказу о пирамиде Сенусерта III в Дашуре. Вот одна из древних фотографий. Собственно, это и есть насыпь пирамиды. Она выполнена в основном из кирпичей, которые сделаны из глины и соломы, то есть примитивная. Тут вряд ли поработала высокоразвитая цивилизация. Наверное, эту насыпь можно считать выполненной уже фараонами, которые стремились закрыть более древнее сооружение, которое, несомненно, считали священным и принадлежащее их богам. На горизонте видна Красная пирамида, а другой снимок показывает, что кроме Красной пирамиды, вот чуть поодаль и Ломаная пирамида. Центральная часть пирамиды Сенусерта III выбрана археологами в процессе раскопок. Раскопки были начаты в 1830-х годах. Перинг, по-моему, первым заинтересовался этой пирамидой, сделал некие пробные шурфы. В последующем Маспера приложил руку к изысканиям. По-моему, он как раз и вынул основной объем, который мы сейчас видим как яма. Потом Морган, и почти в наши времена этой пирамидой занимался Арнольд. По сути дела, 1990-1999 годы. Есть рисунки, которые относятся ко временам Перинга, 1837 год, и в 1894 году появился уже вот тот раскоп, который почти до основания показывает пирамиду в разрытом состоянии. Ничего интересного здесь искатели археологических ценностей не нашли.
А вот этот вход современный, через который мы пойдем, я не знаю, через этот или через этот, увидим на месте. Уверен, что здесь есть лестница, то есть проход будет безопасный. Мы должны спуститься на 11-метровую глубину. И этот вход был открыт чуть позже тем самым Морганом, который пошел другим путем. Не сверху вниз по центру пирамиды, а предпринял боковой маневр. Вот современное представление этого комплекса египтологами. И мы видим с вами то, что рисуют египтологи как вершину, половину октаэдра пирамиды. Это, собственно, и есть, с их точки зрения, пирамида Сенусерта III. На северной стороне 4 маленьких пирамидки, или некоторые египтологи выражают сомнение, это могли быть мастабы, считаются погребениями жен этого фараона или же близкими родственницами. Здесь 11 ниш для саркофагов. А вот, собственно, под самой пирамидой только один саркофаг был обнаружен вот в королевской камере похоронной, и еще один саркофаг в камере, которую считается, интерпретируется как его жены или матери. Есть еще на юге 3 сооружения, тоже непонятно, то ли пирамиды, то ли мастаба, и у них минимум 2 саркофага, а здесь вот только предполагается какое-то помещение. Есть еще стена, комплекс, место предполагаемого храма, но нас сейчас это не сильно интересует. Когда мы сюда, надеюсь, благополучно пойдем, нас спустят вот только в эту часть этой пирамиды, к камере самого Сенусерта, если говорить словами египтологов. Я просил главного смотрителя Саккары Сабри, с которым мы работали и с которым мы смогли попасть в другие места, и в частности в пирамиду Сахимхета в Саккаре, чтобы нас пустили сюда, потому что здесь все-таки 11 камер, а здесь только одна. Он говорит, нет, сюда нельзя, сюда можно. Но я тогда отказался, сейчас считаю, что лучше что-то посмотреть, чем ничего. Тем более есть возможность пойти на хитрость военную и проникнуть, если нам повезет, отсюда сюда. Как проникнуть, покажу на других слайдах. Вот способ туда попасть. Это тот обходной маневр, который предпринял Морган. Здесь вот находится ствол шахты, который ведет к покоям женщин. Вот тут. И Морган решил копать в сторону центра пирамиды. Копал довольно долго, порядка года. Сделал несколько проходов, часть из которых завершились ничем, на разных уровнях. Вот видите, 1, 2, 3, они разные по высоте. Ничего не находил, пока однажды, 23 ноября 1894 года, он не пошел еще одним ходом, который разрывал с помощью своих рабочих. И вот этот желтенький проход показан, и вот в конкретную дату, она отмечена в его дневниках, столкнулся с древним коридором, который явно не делали его рабочие. Вот он показан красным таким червячком. И пройдя по этому коридору, он вышел на вот 3 камеры, которые и увенчивались находящимся в углу 3 из них замечательным гранитным саркофагом. Еще раз эти 2 коридора, это то, что прорыл Морган, скорее всего, хотя здесь и стоит знак вопроса. А вот это красная часть древний проход, и этот древний проход начинался в свое время из дальней камеры покоев и уходил вот в никуда. Предположительно, по идее того же Моргана, это древние грабители, которым повезло больше, чем ему, попали в камеру с другой стороны, со стороны входа, и, не найдя сокровищ, начали рыть в сторону центра пирамиды, надеясь, что там будет некая камера с золотом, бриллиантами и другими важными для грабителей
моментами, но они тоже ничего такого не нашли, но зато помогли Моргану, наткнувшись на этот туннель, попасть с другой стороны в эту тройную камеру. Я потом выскажу другую гипотезу, откуда возник этот проход, ну а вам судить, чья версия более близка к реальности, Моргана или вот лаборатория альтернативной истории. Это уже в изометрии те проходы множественные, которые сделал Морган, и вот красным цветом тот древний коридор, ну аналогично на плоской схеме. Много он поработал и справедливо заслужил награду, попав в эту удивительную камеру. Сделанная его рукой Моргана схема того, что он обнаружил как первооткрыватель из современных историков. Вот он прошел в конец этого, как он интерпретировал, древнего туннеля, вырытого грабителями, прошел через узкий лаз в торце маленькой камеры, которую он назвал сердап. Сердапы — это камеры, которые египтологи интерпретируют, что в них, как вот в сердап Джосера, ставили статую, и в маленькое окошечко, которое есть рядом с пирамидой Джосера, любовались своим предкам, принося при этом им какие-то подарки. Но здесь не маленькое окошечко, а вполне полноценная дверь, поэтому с какого перепугу назвали эту камеру сердабом, я не знаю, просто как-то надо было называть. Помещение, которое называли предкамерой, и, собственно говоря, крипта или главная погребальная камера. Почему? А потому что стоит саркофаг. Саркофаг значит мумия, мумия значит упокоение, ну и, соответственно, вот все сходится. Значит, это для фараона, и озадачивает только один момент. Пыли даже не было в этом саркофаге. А если верить версии, что это грабители вынули мумию, подношения, какие-то изделия, оставляемые всегда спокойным, то спрашивается, зачем грабителям разбитые черепки, куски дерева, куски бинтов, которыми мумия была обязательно спеленована, какие-то совсем малозначащие вещи, типа циновок и так далее. Ну, утащили золото, бриллианты, а все остальное это в мусор. Нет, не было ничего. Зато были осколки грунта. Очень много было в этой камере, которую назвали сердабом, здесь, в предкамере, частично в большой камере и частично по вот этому коридору, который ведет к тому проходу, по которому мы сюда спустимся. Археологи интерпретируют этот мусор как выемку грунта грабителями, только спрашивается, сколько могут себе позволить грабители копать вот такой длинный коридор с почти нулевой вероятностью найти там что-то ценное. Поэтому я подвергаю серьезному сомнению версии о грабителях, которые рыли эти помещения, а скорее как в гробнице Сенусерта III в Абидосе. Помните тот длинный, заворачивающий чуть ли не на 180 градусов аппендикс, который вырыли, по нашему мнению, рабочие фараонов. Они получали финансирование, они получали разрешение и чувствовали себя совершенно спокойно, могли работать годами. А мусор не выносили, ну потому что это тяжело. И мусором засыпали то, что считали возможным засыпать. Кстати, такая же история и в Абидосе. Там тоже, когда египтологи отрыли эту гробницу, все те помещения, которые сейчас выглядят так очень красиво и качественно, большие вот эти плоские помещения или вот эти маленькие две конструкции, которые по бокам в массиве известняка, практически по самую крышу были засыпаны осколками от того коридора, который вот на 80 метров уходил крючком под гору. То есть получается, мы уже в двух конструкциях видим работы, которые, скорее всего, сделали фараоны. Ну и, как помните, Скляров говорил по Красной пирамиде, те работы, которые закончились выемкой пола третьей камеры Красной пирамиды, могли быть проведены только с санкцией самого фараона. Никакой грабитель таких работ не проведет, просто потому что лишится жизни.
Вот реконструкция, ну, уже с помощью компьютерной графики, помещения Сердаба, а это тот проход, через который Морган попал из древнего коридора, древнего туннеля. В этом месте разбит кусок блока нижнего, и частично проход уходит вниз. Ну, не стали пробивать на уровне человеческого роста, пробили на уровень туда вниз, потому что ломать известняк скалы было проще, чем вот этот тутский известняк, который облицовывает эту камеру. И я так про себя рассчитываю, что когда и если мы попадем в эту единственную трехкамерную конструкцию через вертикальные проходы официально, это место окажется не закрытым решеткой, и мы, по крайней мере, можем попытать счастье, пойти коридорами древним Моргана, и тогда выйдем туда к покоям цариц. Но, может быть, этого и не случится, потому что мы не знаем, насколько здесь вероятно препятствия. Вот в изометрии вся конструкция. Ну, во-первых, ее качество потрясает. Мы с вами видели подобные по уровню качества конструкции вот в Абидосе. И напомню вам еще одно похожее сооружение под названием Мастаба-17 в Медуме. Есть тоже видео по поводу этой мастабы, и там тоже сплошнейший диссонанс между насыпью из кирпичей из сердца сверху и совершенно лаконичным техногенным бункером внизу. Собственно, отсюда вот и появилось желание называть подобные сооружения бункерами богов. Здесь практически то же самое, но технически выполнено по-другому. Хотя некоторые совпадения с обычными это в таком египтологическом смысле помещениями мы наблюдаем. Вот вернемся к этой схеме. Кто из вас бывал в пирамиде Уноса или в пирамиде Тети в Саккаре, тоже знает, что попадаешь сначала вот в некоторую предкамеру и направо попадешь в помещение, где стоит ящик под названием саркофаг, а налево попадаешь в некое маленькое помещение непонятного назначения и разного по устройству. Но трехкамерность этих подземных покоев, оно говорит о некой традиционности. Поэтому и здесь тоже можно вот все связывать воедино. И пирамида Уноса, и Тети, и вот эти такие же покои в пирамиде Синусерта III можно считать однотипными. При этом верхняя часть где-то была сделана той же ДВЦ, как, например, в пирамиде Уноса, а где-то, скорее всего, была сделана уже при фараонах. Чтобы сориентироваться, вот та камера, названная Сердабом, это некая предкамера и главная камера с саркофагом. Здесь в камере с саркофагом необычных два элемента. Вот на этой стенке, которая является южной, была обнаружена ниша, заложенная 4 известняковыми блоками, и один блок отсутствовал, который позволял заглянуть туда, в эту нишу. Ниша небольших размеров, по высоте соизмеримая, вернее, просто совпадающая с высотой саркофага, по ширине немного уже. Считается египтологами, что там был ящик с канопами, хотя никакого ящика или его остатков не нашли, как и внутри саркофага. А с другой стороны тоже была заметна ниша, только вся заделанная кирпичом. Египтологи эту нишу посчитали технологической. Думаю, справедливо. То есть для того, чтобы затащить сюда вот таких габаритов ящик саркофага или какого-то другого технического изделия, его нужно было как-то поместить, и явно не через крышу, а помещали уже после строительства всего навершия. Ну вот для этого потребовался вот этот проход, через него сюда протащили и задвинули в угол. Ну и появился узкий коридор, по которому мы с вами, кто поедет на семинар и запишется на вот эти спецпосещения, попадем в предкамеру, ну а потом направо и налево. Фотография камеры с саркофагом. Вот это пятно, пускай вас не смущает. Это в материале, из которого сделали из единого куска этот ящик, была локальная неоднородность. Мы ее почти всегда видим вот
в том же Асуанском карьере. В граните всегда встречаются некие такие округлые неоднородности, ну и она, вероятно, не мешала функционированию саркофага, неважно, было это ритуальным изделием или техническим, и, соответственно, она не стала причиной брака. Удивляет следующее обстоятельство. Камера, которая окружает саркофаг, гранитная. И пол, и стены, и потолок, за исключением блоков, закрывающих нишу якобы ящика с канопами, из гранита. Хорошо отшлифовано. Сам саркофаг тоже изумительного качества. Но с какого-то перепугу строители посчитали, что гранит — это ерунда, а вот побелка известняковая — это вот то, что нужно. Лишнее свидетельство того, что когда фараоны попали в это помещение, они решили, что более подходяще будет закрасить гранит побелкой, чтобы она напоминала вот ту облицовку из известняковых блоков, которые были по дороге, ну, однородно. Потому что тот, кто потратит неимоверное количество усилий, чтобы сделать гранитную камеру, он жил до того и, конечно же, не красил. А вот фараонам показалось, что с покраской лучше. И, кстати, в пирамиде в Лахуне, где тоже гранитная камера и гранитный саркофаг, видны следы такой же вторичной побелки. То есть это получается уже деятельность фараонов. Более качественная и более крупная фотография этого саркофага. Я надеюсь, мы пощупаем его, померяем, может быть, увидим какие-то нюансы, на которые не обратили внимания египтологи. Но в любом случае этот саркофаг вызывает изумление даже на фотографии. Вот эта щербинка, скорее всего, следы процесса вскрытия. Либо фараоны, либо грабители должны были подцепить крышку и сдвинуть ее, потому что самое интересное для них должно было быть внутри. Нижняя часть выполнена традиционно для саркофагов. Египтологи трактуют, что это повторение стены, ограждающей такие вот комплексы Джосера или того же Сенусерта. Действительно, стена с подобными нишами встречается во многих местах, где стоят пирамиды. Но, во-первых, что первично, что вторично. Считается, что сначала стены, а потом вот такие саркофаги традиционно делались. Но с точки зрения Лаи все могло быть наоборот. Фараоны, находя вот такие ящики, не понимая, зачем вот эти ниши, начинали делать то, что могли. Стены. Это не так сложно, как сделать вот этот маленький гранитный ящик. Видно, что материал крышки другой, чем основание, хотя мы знаем примеры, когда из одного куска делали и основную нишу саркофага, и крышку, но здесь видно, что разные. Компьютерное моделирование, и здесь видны ниши. Это вот для канопа, а это того заделанного кирпичом прохода технологического, по которому затаскивали когда-то саркофаг. Более крупная схема саркофага удивляет то, что один из фрагментов вот такой вот якобы ложных дверей или фрагментов ограждения выступает наружу на сантиметр, на полтора, но как бы это нелогично с точки зрения орнамента. Если уж делаешь красоту, то зачем тебе один фрагмент более выпуклый, чем другие. И есть еще один момент, который, на мой взгляд, говорит не о ритуальном, а о техногенном назначении саркофага. Вот в этом месте, как раз там, где выступает часть вот этого якобы украшения, на нем есть маленькие углубления. Вот тут они показаны желтым цветом, их много, они аккуратные, и объяснить, зачем тратить титанические усилия, чтобы сделать такие малозаметные вкрапинки, очень и очень сложно. Я, конечно, перегибаю палку, но скорее выскажу, что здесь была некая матрица, типа ПЗС или еще какой-то чувствительные элементы, и в каких-то функциях. Скорее здесь буду искать правду, нежели поверю, что это было повторение фрагмента ограды. Египтологи отмечают, что крышка фиксировалась двумя такими ямками. На крышке были ответные выступы.
Если это приспособление против грабителей, которые не должны были открыть, но это глупо. Когда поддеваешь, выбиваешь клин между основанием и крышкой, крышка спокойно приподнимается, что, наверное, и сделали древние египтяне, когда хотели посмотреть, что там внутри, и уходит в сторону. Скорее всего, это просто фиксация от вибраций, а не препятствие для грабителей. Разрез, который нарисован египтологами, мы видим вот эта центральная камера с саркофагом, это ниша якобы для каноп, это тот коридор, который был заделан кирпичами после того, как выполнил свою строительную миссию. Была широкая шахта, которую тоже в основном заделали кирпичами, оставив только узкий проход, по которому мы сюда с вами пройдем. Верх камеры из гранита. Некоторые раскопы, которые предприняли египтологи и прошли просто, сделав коридоры сверху, показывают, что здесь целая конструкция, которая закрывает сверху. Но с точки зрения египтологов это препятствует, опять же, грабителям попасть внутрь. Разрез камеры. Сама камера, она имеет неправильную форму, что самих египтологов ставит в тупик. Если бы эта камера действительно была для ящика с канопами, она была бы просто прямая и существенно иных размеров. Ящики такие они находили в других местах, и данное выпадает из тех размеров, которые с их точки зрения должны были быть соответствующими и такому ящику. Поэтому назначение этой ниши, конечно же, как и всего сооружения, с нашей точки зрения, техногенное. Вот конструкция сверху над гранитной камерой. Почему мы интерпретируем это изделие как очередной бункер богов? Да потому что вот эти положенные домиком известняковые массивные блоки имеют вес порядка 23-25 тонн. Мы такие блоки видим на пирамиде спутницы рядом с пирамидой Усеркафа в Саккаре. Ну и взгляд на такие блоки, когда ты стоишь рядом с ними, понимаешь, что уложить их вот так вот с помощью веревок и большого количества рабочих, образования которых, вот, что называется, каменного века, вряд ли реалистично. А вот подобные подношения мы видели с вами перед пирамидой Хеопса, та самая знаменитая царская ладья, которая, возможно, на 700-800 лет старше самого Хеопса. Не знаю, проводили ли радиоуглеродный анализ египтологи, которые эту ладью откопали. По-моему, там их несколько было, но тоже допускаю, что если проводили, запросто может оказаться, что ладья старше Синусерта III. Он, по-моему, 12-я династия, а это может оказаться и какой-нибудь 10-й или 5-й. Вот уровень технологический, который был доступен во времена фараонов рабочим, ну вот он показан здесь воочию. Тут никаких чудес и никаких притертых с нулевыми зазорами узлов, как и в царской ладье около Хеопса. Есть фотография с фрагментами известняковой облицовки, как ее интерпретируют египтологи. Вот весь массив пирамиды на 99,9% состоит из достаточно простеньких кирпичей из сырца, а нижняя часть уложена известняковыми блоками. Этот момент несколько озадачивает, хотя, глядя на эту фотографию, ну, можно предположить, что рабочие фараона просто находили или привозили отдельные известняковые блоки, ну и как могли их укладывали. Я не вижу здесь того изумительного стыка, который мы видим между блоками облицовки внутри таких изделий, и вполне возможно, что это была уже работа именно времен фараонов. Ну или же другой вариант, древняя высокоразвитая цивилизация тоже не гнушалась, и иногда, где это было можно, использовала вот такой дешевый кирпич-сырец.
Удивительный момент, на который сами египтологи обращают внимание, в той самой камере, которую назвали Сердабом, это первая камера после вот этого древнего коридора, стенки из изумительно подогнанных известняковых блоков были разрисованы вот такими каракулями. Ну, побойтесь Бога. Считают, что это грабители. Вот делать им нечего, копают коридор и рисуют, боясь гнева, что их сейчас застукают, вот такие рисунки. Скорее, это попытки или пробы пера рабочих фараона, которые ничего не боялись, ну вот пробовали себя в качестве художников. Ну, хотелось бы на эти рисунки взглянуть живьем, надеюсь, их не стали трогать, и, может быть, среди них будет какая-то подсказка. Хотя мы видим, конечно, что мотивы не древнеегипетские, ближе тут что-то к греко-римскому периоду, если это считать щитом. Ну и прически какие-то странноватые, бороды, ну, в общем, непонятно. Еще одно изображение вот этих главных камер. Я, пускай там с вероятностью 1%, допускаю, что сможем, улучив момент, нырнуть вот в эти коридоры, и тогда вот так вот пойдем, и, может быть, дойдем вот до этого места, и тут дальше уже оперативный простор, посмотрим хотя бы некоторые из вот этих вот помещений цариц. Официально нельзя, но когда очень хочется, то иногда можно. В частности, когда мы были с вами и с группой 2 раза в Черной пирамиде, она в некотором смысле напоминает вот эту пирамиду Сенусерта III, там же находится в Дашуре, рядом с сломанной пирамидой, то за нами египетские смотрители не всегда углядывали, и наиболее отчаянные наши товарищи проникали в похожие, я уже заканчиваю, места. Так что надежда есть. И последний кадр, камеры этих женщин, где были найдены какие-то надписи, некоторые эти погребений датируются какими-то именами, но все это может быть вторичными. А вот тот рифленый полуцилиндрами потолок встречается в одном из этих мест, что делает родственными гробницу Сенусерта III и эту пирамиду Сенусерта III. Очень бы хотелось взглянуть своими глазами. Ну и я закончил. Спасибо за внимание. У нас, к сожалению, времени осталось только на пару вопросов, если они есть. Если вопросов нет, Дмитрий, а можно такой личный вопрос? Вот если бы, допустим, вам надо было бы разместить какую-то запись для будущего человечества, там, через 1000 лет и так далее, то где бы вы разместили эту надпись? Допустим, правда, алфавита? Я понял. Чтобы не терять время, отвечу. Я в некоторых своих докладах высказывал гипотезу, которая имеет серьезные основания оказаться верной, насчет того, что та цивилизация и наша будущая цивилизация, если это будущее у нее есть, придем к идее, что информацию можно хранить не только на кристаллических носителях или каких-то иных, но и в качестве носителя использовать само пространство и время. Если мы когда-нибудь освоим технологию гиперболических полей, а похоже для таких технологий и нужны пирамидообразные формы, то можем с помощью таких технологий оставлять информацию в пространстве и во времени. Эту информацию можно считать спустя 1000 лет и вдалеке, находящимся за миллионы световых лет. Думаю, что такой технологией обладала та высокоразвитая цивилизация, и если уж искать концы интересующей нас информации, кто, когда и зачем построил пирамиды, то нужно в первую очередь осваивать эту новую технологию гиперболических полей, смотрите соответствующие
доклады на канале Лаяни есть. И если нам это повезет, мы найдем, то, я думаю, нам суждено увидеть видео, ну и со звуком, и с чертежами, кто, когда и зачем построил пирамиду Хеопса, Хефрена, ну и в частности вот эти бункеры богов. Последний вопрос. Не могли бы вы показать фото с саркофагом в начале которого? Еще. Стоп. А вот внизу видно, где подъемы, вот эти вот Ниши. вырублены, они сделаны уже новыми людьми или же они... Египтологи, анализируя назначение этих ниш, сами оказываются в некотором недоумении. Такие две ниши есть еще и в том помещении, которое считается для каноп. Возможно, в эти ниши вставлялись деревянные или какие-то пластиковые вставки, которые в последующем были убраны для облегчения задвигания саркофага в сторону. В коридоре, который сбоку, вот здесь, есть, ну, можно сказать, рельсы, только они положены из деревянных брусков. Но они тоже, скорее всего, относятся к технологическому приспособлению, чтобы саркофаг проскользил от вот этой шахты технологической в эту шахту, где его место. Эти ниши, они на всю ширину саркофага? Никто не знает, саркофаг не отодвигали, он имеет небольшой зазор с тыльной стороны, заполненный мусором. Этот мусор никто не расчищал, поэтому досконально не знают, есть ли там вот этот узор. Ну, скорее всего, есть, исходя из принципа симметрии. Поэтому как глубоко ведут эти ниши, неизвестно. Но вот вы молодец, что увидели, я забыл об этом сказать. Надо с проволочкой туда протолкнуть. Да, еще лучше с ложечкой, чтобы взять оттуда образцы пыли. Мы непременно этим воспользуемся.